Еще неизвестно, какой сад более прекрасен, летний или осенний. Но разве они не чудесные, эти ярко-желтые цветы топинамбура? Неприхотливые и нетребовательные в уходе хризантемы различных цветов и оттенков, которые цветут пышными шапками. Ну надо же, а ради винограда они готовы терпеть меня даже в юбке. Если бы я вышла к ним в юбке без винограда, они всей толпой убежали бы в самый дальний угол сада, чтобы глаза их меня не видели. Но в теплице у нас еще совсем лето. Рассада шток розы уже подросла и требует срочной пересадки. Я, конечно же, не отправляла ее на улицу. Там уже холодновато, и мне кажется, она уже не успеет настолько окрепнуть, чтобы пережить зиму. Я высажу ее в теплице. Надеюсь, она не пустит за зиму слишком большие корни, и я без проблем смогу пересадить ее весной в сад, чтобы уже в следующем году мы с вами смогли полюбоваться ее красивым и нежным цветением. Но это оказались не единственные мои посадки в осенние месяцы. На одном из маркетплейсов я заказала рассаду клубники, выращенную по технологии Фриго. Когда я получила посылку и вскрыла ее, мне показалось, что меня обокрали по дороге. Я заказывала 20 саженцев, и мне было сложно поверить, что это и есть действительно все 20, а не только 2. В коробке я также нашла успокоительное письмо, в котором меня просили не спешить с гневными комментариями.
И что все эти чахлые, хиленькие на вид саженцы отлично приживутся и прекрасно вырастут. Что отправляются они в спящем состоянии из холодильников и должны выглядеть именно такими, какими я их увидела. Ну, должны, так должны. Они все были высажены в теплице, и их действительно оказалось 20 штук. Через неделю я и правда уже наблюдала зеленый листочек. Но, не успев нарадоваться, пришлось немного опечалиться. Некоторые саженцы без видимой причины начали увядать. 4 саженца уже пропало, те самые, которые выглядели особенно печально на фоне всех остальных. 16 растений выглядит более-менее обнадеживающе, и я надеюсь, что мне все же удастся вырастить хоть несколько экземпляров, чтобы размножить их привычным способом. Это ремонтантный сорт клубники американской селекции под названием Кабрило, обещающий очень хороший урожай при соответствующем уходе. В привычном виде мне не удалось найти рассаду этого сорта, поэтому пришлось рискнуть и заказать такую. Если вы вдруг тоже решитесь на такой эксперимент, то имейте в виду, что тут не все так прекрасно, как об этом пишется в послании, но и не так ужасно, как это может показаться на первый взгляд. Я также подготовила уже 4-ю клубничную грядку, в которой высадила 2 десятка клубники раннеспелого сорта Альба и еще какого-то сорта, название которого забыла сразу же после выхода из садового магазина, в котором их приобрела.
Но жизнь продолжает свое движение не только в нашем осеннем саду. Стройка тоже не стоит на месте. Я предполагала, что в этом году в лучшем случае будет залит только фундамент. Но вот уже и строительные блоки подвезли. Мне выбили новый проем для входа в мастерскую и установили временную дверь, так как старый уже пришлось полностью заложить блоками. Но все эти посадки, клубничные грядки, стройка – это все дела, заботы. А как же уютная осень? Мы уже пекли особенный осенний пирог. Дарили осенние подарки для нашего дома. А сегодня мы с вами сделаем подарок своими руками. Будет лучше подобрать для этого то самое время, когда все ваши обязательные домашние дела уже выполнены, и вам некуда торопиться, чтобы полностью окунуться в этот процесс творчества и фантазии. Сегодня мы с вами попробуем создать что-нибудь уютное из небольших кусочков ткани. Всегда так сложно подобрать лоскутки. Кажется, что все что-то не то, что они как-то не совсем совместимы.
Но в итоге, что бы мы ни выбрали, все равно получится необыкновенно и неповторимо. Чтобы наши лоскутки не рассыпались на нитки, пока мы их будем пришивать, нужно проклеить их флизелином. Лоскутки можно пришить при помощи швейной машинки или просто своими руками. Зажечь свечу и представить, как будто вы сидите в небольшом лесном домике. Где-то там за окном ветер шелестит в ветках деревьев. А у вас в комнате в маленькой печке уютно потрескивают поленья, согревая ваш домик живым теплом.
Не всегда у нас есть возможность отправиться туда, куда стремится наше сердце. Но чтобы хоть на время оказаться там, порой достаточно просто закрыть глаза.